Привет, подписчики! Мы начинаем серию видео о нашей поездке на остров Якусим. Остров, о котором мы мечтали несколько лет. Он находится более чем в 100 километрах к югу от острова Кюсю, на границе Филиппинского и Восточно-Китайского морей. Якусима сразу ощущается очень далеким и особенным местом. Вокруг океан, туманы, горы, густые леса и та самая атмосфера, будто время здесь действительно останавливается. Этот остров известен своей невероятной природой, древними кедрами Якусуги, которым больше 1000 лет, водопадами, горными тропами и лесами, вдохновившими Хаяо Миядзаки на аниме-фильм, покоривший миллионы «Принцесса Мононоке». В 1993 году Якусима была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и здесь до сих пор чувствуешь, что природа, она главная. В наших видео мы покажем разные уголки острова, его заповедники, побережья, леса и погоду, которая может меняться буквально за минуту. Добраться до Якусимы тоже было частью приключения. Мы проехали на машине из Тоямы в Кагасиму более 1300 километров, а потом отправились на остров на пароме вместе с машиной. Эту поездку мы планировали еще в прошлом году, но из-за поломки парома ее пришлось отложить. В этом же году мы наконец здесь, и это первое видео только начало. Мы сняли очень много фото и видеоматериалов и будем рады поделиться с вами нашими впечатлениями от этого удивительного острова. Хорошего просмотра! Привет! И все. Что, В общем, рассказывай? с опозданием на 5 дней мы выезжаем в отпуск. Сегодня 25 марта. На улице не лето и даже не весна. Холодно, в общем. Грузимся. Осталось последние велики загрузить. И Ура, ура, ура! Отпуск, отпуск. почему такая погода? Каждый раз, когда мы выезжаем в отпуск, Отличная погода. мороз и солнце, день чудесный. Сейчас распогодится. Распогодится. Каждый раз, когда мы ездим в отпуск, мы всегда в теплой одежде. Видать, не в те места ездим. И остался последний велосипед. Ты сказала, что весь дом собрали в машину? Нет, не сказала, но мы всегда собираем весь дом. Вот только холодильник оставили, в принципе, и компьютеры. Ой, я забыла. Компьютер я взял. Ты взял, да? Нет, я свой оставила. Но я забыла его положить, экран. Ну ладно. Ну как это? А вдруг землетрясение? Ты же знаешь мой бзик. Я на кухне шкафы завязала. Потому что и так тарелок мало. Вот. Егор один справляется. Раньше я ему помогала, а теперь даже и не надо. Все? Нет. Сейчас еще на всякий случай укрепим. Закрепим. Блин, ну как же холодно. 4 градуса. Март месяц. Конец марта. Я сказал, да, уже почти апрель. Да, уже почти апрель. И 4 градуса тепла. С ума сойти. Жары! Жары. Что-то надо было пуховики в отпуск взять. Ну, хотя у нас есть куртки Я теплые. взял. Я тоже, если быть честной.
Доброе утро, доброе утро. Наконец-то это свершилось. Долго ли, коротко ли, но мы выехали на славный остров Якушиму. Говорят. Все говорят, кому мы говорим, что мы едем на Якушиму, говорят, больные какие-то, потому что это реально очень далеко. Мы сейчас отъехали от дома, и нам ехать 1300 километров до парома, который нас еще почти 100 километров по морю довезет прямиком до острова Якушимы. Вроде мы готовы. Морально сложно как-то представить, что сейчас 2 дня будем ехать. Машина груженная, все из дома перенесли в машину. Она, бедняжка, еле едет, бедная Кувуши. Вот. Но ничего, когда мы доберемся до того места, где у нас будет лагерь, мы ее разгрузим, вытащим все. То есть по острову мы будем ездить уже налегке, что хорошо. Заюш, ну расскажи, что ты хочешь, что ожидаешь от этой поездки? Спортлагерь. Да, будет много спорта. Даже если случится половина того, что мы планируем, это будет больше, чем мы можем физически себе позволить. Очень много хайкингов, очень много прогулок. Много красоты. Очень И много... если захочется отдыхать, то мы будем просто отдыхать. Поездка на велосипеде выдающаяся. Получится или нет, не знаем, посмотрим. Короче, вот так. Будем... Сейчас дорогу особо снимать не будем. Может, там, если только захочется. Для информации всего... Ты не помнишь, сколько всего префектур в Японии-то? Нет, я даже не знала. Много. Вот, ну, около 50 префектур. Но мы поедем сейчас от Таямы, которая находится на побережье Японского моря, как раз посередине, в центре японского архипелага, острова Хонсю. Мы сейчас поедем через соседнюю префектуру Ишикава, потом Фукуй, потом Киото и так далее, и так далее. Мы решили в этот раз сделать чуть поинтереснее, чтобы мы будем рассказывать, какие префектуры мы пересекаем и чем они знамениты. Вот, всего нам придется пересечь 15 префектур для того, чтобы добраться. То есть, говоря российскими мерками, 15 областей проехать, чтобы доехать до парома. Вот так. Так что будем записывать, будем информировать. Не теряйте нас, мы в пути. Даже не верится, да? Что поехать. Да. Причем мы хотели, 2 года хотели, да? Ну, вернее, в прошлом году мы хотели, да? Да. У нас не получалось. Потому что какой-то там косяк с паромами был. Помню какой. Наше приключение продолжается, развивается динамично очень. Вот пересекли первую границу между префектурами Таяма и Ишикава. У нас есть один очень умный человек, грамотный. Таня, что ты знаешь про префектуру Ишикава? А сейчас будет экзамен, да? Нет, не экзамен. Не экзамен? Да. 2 факта о префектуре.
В городе Каназава производится около 99% всей сусальной золотой фольги Японии. Я видела, что там есть мороженое вот с этой сусальной фольгой, Прикольно. но мы ни разу не пробовали, потому Вот что... откуда шампанское. Мы видели, шампанское тоже продавалось здесь золотой фольгой. в общем, надо съездить. И находится, опять же, в Каназаве городе один из 3 самых красивых садов Японии. Называется Кенрокуэн Гаден. Да, мы были там. Мы были там ночью, и очень красивая там подсветка. Помнишь, там дерево есть, которое... Одно дерево, которое занимает, по-моему, целый квартал или что-то там. Ну, короче, какие-то бешеные расстояния. То есть целый пруд, а всего одно дерево. Но оно настолько разрослось, и так это все красиво. Да, красивый парк. Да. То есть В общем- это наша соседская префектура Ишикава. И столица префектуры Ишикава – город Каназава. Но нам еще туда очень далеко, до самой Каназавы. А так едем дальше. Ту-ту, вперед! Мы продолжаем ехать по трассе вдоль побережья Японского моря. Сейчас уже скоро будет граница префектуры Фукуй. Вот смотрю я по сторонам, и видно, все-таки рано едем еще. Ни листвы нету, ни цветов. Ну, я имею в виду в нашем пока регионе. То есть, я помню прошлый раз, в прошлом году мы ехали, было начало мая, да? Мы на месяц позже ехали, считаю. Наверное. И все уже было зеленое, конечно. Последние доцветали деревья в горах. Вот. А сейчас мы едем до цветения. Но я очень надеюсь, что когда мы подъедем туда дальше на юг, и я надеюсь, что, конечно, на Кюсю будет уже потеплее. Ну, Во всяком все случае, равно весна. прогноз того, что там уже цветение. Вот бамбук начинает цвести, видишь, вот проезжаем. Не цвести, и цвести и зеленеть сразу. Лета не будет, но будет потеплее. Да, будет потеплее. Сейчас за бортом 12 градусов выше нуля, соответственно. То есть ранняя весна, но уже такая не самая ранняя, противная. Посмотрим, какая будет погода по пути. Обещают тучи, возможен дождь. Ну, посмотрим. А мы в машине. Пока там едем всё. дальше по префектуре Ишикава. Вот эти места очень еще красивые. И вот песчаный пляж, который находится справа от трассы, он достаточно много там интересных мест, одно из которых мы посещали неоднократно, называется там, по-моему, 5 километров такой автопляж, куда можно заехать на машине прямо к кромке. Ой. Прямо к кромке воды подъехать. И очень много людей ездят, рыбалят, купаются. Но там мелковато, нас не впечатлило. А так едем дальше. Впереди префектура Фукуй. Префектура номер 2. Можем вычеркнуть. Въехали во вторую префектуру, префектура Фукуй. Таня, слово тебе. В префектуре находится один из крупнейших музеев динозавров в мире, в котором мы до сих пор почему-то не были. Оставим за скобками почему. Кто виноват, оставим за скобками, а почему-то понятно. Потому что кто-то виноват. Да. Логично. И более 80% всех окаменелостей динозавров в Японии нашли именно в префектуре Фукуи. Сколько процентов? 80. Офигеть. Да. Это основные достопримечательности. Здесь еще есть, помнишь, мы несколько раз были, огромные базальтовые скалы высотой 25 метров. Это там, где на берегу? Там, Это, да, Джаинба Клиффс.
Таимба. А, Таимба, да, Таджимба, точно. Таджимба. Таджимба. А Таджим. видео есть, когда мы ехали на остров Кюсю, мы заезжали. Таджимба. Я помню, мы еще болдерингом занимались там. Да, один раз я пошла туда под проливным дождем. То вообще во время ковида, да. Да, и повезло мне, в общем-то. Я прошла по краю скал и не упала. Офигеть. А вообще, вот эти скалы, да, они высотой 25 метров и были сформированы вулканической лавой 13 миллионов лет назад. И таких скальных колонн в мире очень-очень мало. Да. Но там вообще вот это побережье Фукуй, помнишь, оно как такие, как сланцевые такие, и разломы везде. Там все маленькие островки. Видать, здесь такие геологические породы скал. Ну вот, базальтовые называют. Базальтовые, да? Да. Классно. Вот такие дела. Ну что, едем дальше. Пока наслаждаемся префектурой Фукуй. Вот такие вот приятности в машине. Вот мы сейчас 2 часа, чуть больше крутим педали. И машина считает, что я могу уже испытывать моменты усталости. Да. И вот и говорит, а вы не хотите ли отдохнуть? И надо подтвердить. То есть сама надпись не пропадет, пока ты ее не подтвердишь. Вот такие вот А что вещи. если подтвердишь? Да, она сразу остановится автоматически, на тормоз нажмет. Не знаю. Вот смотри, как красиво. Остановились попить кофейку. Кувуши себя чувствует прекрасно. Едем хорошо. Вот так это все выглядит. Проехали уже, наверное, километров 200. О, Танечка. Хотела помыть, И что? ты так закрутил, что я не смогла раскрутить. Что, слабенькая? Слабенькая. Мало булочек А ты съела. нашла, где кофе продают? Вон Family Mart. А, понятно. Мы идем за кофе Family Mart. Так очень красиво сделали ступенечки. Заехали в городок, называется Обама. И вот тут местные интересные коробочки. Что-то вкусненькое с динозавриком. Надо попробовать. А заправочки, небольшое такое местечко, чтобы можно было попить кофе, посидеть и посмотреть на озеро. Вот такой вот вид в городе Обама. Если вдруг закончилась вода, в машине там в омывателе, или попоить животных. Это не питьевая вода, но можно использовать для того, чтобы залить в омыватель. Вот прямо стоит перед туалетом. Следуя рекомендации машины,
Остановились, отдохнули минут 15. Съели 3-й завтрак за сегодня. И пытаемся выехать назад на трассу. Ехать нам еще, говорит, больше 7 часов, 7,5 часов. Но нас расстояние не пугают, не жарко, не холодно. Трасса хорошая, так что отдыхаем по полной программе. Едем дальше. Вот съезд к городу Обама. Небольшой городок в префектуре Фукуи. И здесь все говорят, ты где? Где живешь? В Обаме жил. Прикольно. Да? Да, очень. Но городок небольшой такой. Явно промышленный, много заводов, цехов всяких. Но крупных построек не видим, жилых. Маленькие частные домики. Прощай, Обама. Мы едем дальше. Вот и 3-я префектура. Префектура Киото. Только что выехали мы из префектуры Фукуи и заехали в префектуру Киото. Танечка, что ты имеешь сказать нам про Киото? Ну, основной факт это то, что раньше город Киото был столицей Японии более 1000 лет. С 794 года по 1868. И второй факт, что в Киото более 1600 буддийских храмов и 400 синтоистских святилищ. Ну, в общем, самое такое... Религиозное место, получается, да? Ну, наверное, да, религиозное место в плане количества храмов и святилищ. Но тут же есть и этот вот пилигримный маршрут этот, как испанский, Разве Камино. он в Киото? Он же на А где? Фукусиме, насколько я помню. Нет, разве? Я не знаю. Я знаю, что там очень много храмов, и он проходит, надо проверить, может он и в префектуре Киото. Там он много километров, может он и то, и то, и то. Как Камино де Сантьяго, да? Ну, Камино де Сантьяго, да, это в Испании, Я а сказала, здесь... как. Да, а здесь есть японский, и люди ходят, там 812 штук. Оно начинается от Киото просто, или от Осаки люди идут. Вот, да. Я помню, что именно с Но Киото он не связан. такой большой, на самом деле, по продолжительности. Ну да. Если в Испании там надо идти месяц или там пару недель, да, там. Да, здесь 2-7 дней, но в зависимости от длины. Да. Ну, для меня и 7 дней это много. Моя мечта. Ну да. А мы едем дальше, так что скоро подъедем к городу Киото. Ну, здравствуй, очередная префектура. Это уже 4-я префектура сегодня. Префектура Хьёго. Ну и наш грамотей. Да. Значит, в данной префектуре находится один из самых красивых замков страны. Называется Химежи Касл. Он является объектом ЮНЕСКО. Также в этой префектуре находится знаменитый город Коби. И что там? Мясо. Мясо. Самая знаменитая говядина Коби.
Все, едем в Коби. Но оно и называется Коби биф во многих местах. Да, оно знаменитое. Не вагю, да. а именно Коби биф. А вот этот замок, он, по-моему, 17 века, Ага. и он самый сохранившийся самурайский замок Японии. М. И был построен в 16 веке. В 16 веке. И его называют еще белая цапля из-за цвета. М. Ну, очень красивый. Ну и немножко из моей профессии. Есть такая рамочная программа Хьёго. Это программа по сокращению риска стихийных бедствий, которая была принята как раз в Хьёго. То есть при слове Хьёго его весь мир знает. В Японии, может, и не знает, но весь мир знает как раз из-за того, что есть вот эта рамочная программа. Ну, я бы сказала, специалисты, ты имеешь в виду определенного. Ну, специалисты, да. Мгм. Ехать нам еще 530 километров до точки, куда мы собрались, где собрались остановиться сегодня. Проехали 330, крутим педали дальше. Ху-ху! Дополнительная услуга. Вам стекла протереть? Интересно, так приехали на заправку заправиться. Егору дали тряпку и сказали, протирайте стекло. Карточку за то, что я протер окна. Так может тебя на работу приняли, а ты не заметил, прошел Может быть, мне собеседование. деньги, зарплату перечислили или сняли. Так, пишет, в какое время мы планируем приехать. Ну, у меня навигатор говорит 18:10. 18:10. Ага, тогда... Ну, плюс-минус, после 18. Угу. Так, что ты написала? Что после 6 будем, и спасибо за ссылку. Да. Давай для наших подписчиков расскажем, что случилось. Короче, ехали, мы вдруг поняли, что мы едем быстрее, чем мы планировали. И получится так, что мы приедем в город Фукуоку сегодня, а завтра у нас за 3 часа мы уже доберемся, за 4 часа уже доберемся до порта. И нам целый день там будет в Кагошиме что-то делать. Поэтому мы, как хозяева ситуации, резко пересмотрели планы и сняли Airbnb сразу за Хиросимой. Туда нам ехать 3 часа. Очень интересный дом. Самое главное, что спать будем не в машине, потому что у нас тут все забито по крышу. Да, спать будем не в машине, чтобы не разбирать все. Поспим хорошо в уютном месте, там написано так. Ну, хотя суперхост, это, как правило... Какая разница? Главное, есть... Нет, там я почитал ревью, все очень нам просто хорошо. поспать. Татами есть, одеяло есть. Да, там кровать. Это ой, да, там кровать. Да. Там кровать. Вообще шикарно. Да. Так что выдвинулись. Вот такие планы в лучшую сторону у нас поменялись. Ну, возможно... Ну, чем может спать быть, в машине в любом случае. И может быть мы еще успеем сходить в зоопарк и посмотреть коал. И мне кажется, мы в любом случае это успеем. Таня делает... Ты видел коалу когда-нибудь? Видел, да, по-моему. В
каком-то из зоопарков. Ну вот там есть они, белый тигр, туда все едут смотреть. Белых тигров не помню. Белых львов точно видел, а тигров Да. не помню. Может, видел. Ну, Было бы классно увидеть. погода совсем испортилась. Идет дождь. Велосипеды плачут на крыше. Опять не везет вечно интенсивная мойка. Зато чисто. Все, едем дальше. В сторону Хиросимы. Долго ли, коротко ли, едем под дождем. И въехали в следующую. Это 5-я, по-моему, да, знаешь? Префектура. Ну, не знаю. Но неважно, какая, но это новая префектура. Мы выехали из префектуры Хиёго 岡山県に入りま и した въехали в префектуру Окаяма. Окаяма, да. Да. И здесь расположен один из 3 великих садов Японии. Каракуин Гаден. Очень красивый. И, кстати, там есть замок. Ну, конечно, как без замка. Ну да. И этот регион известен самыми сладкими персиками Японии. Возможно, мы как раз их и едим в Окаяме, да? Может быть, да, Окаямские да, персики. да. Да. Персика я бы сейчас сладкого съел бы. Не хочу. Могу дать булочку. Не, булочку не хочу. Я булочки, по-моему, С яблоком и заварным кремом. надолго уже наелся. Что-то Ну, булочек. А чизкейк хочешь? Ну, пока нет, но потом... О, у меня ж кофе есть. У тебя есть Отлично. вообще все. Отлично. Все. С кофе и булочками продолжаем путь дальше. Под дождем. Под дождем твою маму. Под дождем твою мать. Остановились выкинуть мусор. Еще 140 километров ехать до нашей ночевки. Но уже нужно сделать и санитарную небольшую паузу, и выкинуть мусор, который накопился. Потому что едешь в машине, постоянно жуешь что-то. Все в пакетиках, а в Японии пакуют все очень с избытком, я бы так сказал. Поэтому очень много отходов, пластика, все такое. Так что заехали сейчас. Ну и отдохнуть. Дорога сложная, сильный дождь. Вот, имея велосипеды на крыше, конечно, парусность, вот это вот все. Но, тем не менее, мы продвигаемся достаточно уверенно. Но вот эта идея с Airbnb на самом деле очень интересная, потому что нам не надо разбирать машину, мы просто переночуем. Цена более чем умеренная, будет отдельно стоящий дом. Вот, бесплатная парковка и так далее, и так далее. То есть все безопасно. И спокойно помыться в душе, вот, спокойно поспать. И завтра до 10 часов нужно выехать. По-моему, идеально. В туалет не ходил? Нет, не ходил. Хозяйка пришла. Контроль делать будет. Вот въехали в следующую 広島県に入りました префектуру. На этот раз префектура Хиросима. Таня? Ну, я думаю, тут все знают, что основной достопримечательностью является музей, посвященный атомной бомбардировке Хиросимы. И рядом с ним находится одноименный парк, да, мемориальный парк мира. Ну вот. Но кроме этого еще
есть, значит, расположены знаменитые плавающие тории на остров близлежащий Ицукушима. Вот. Я думаю, их все видели, такие красные тории, стоящие прямо в воде. Мы не видели, да? Вы не Ну, видели? это и символ, вот, Да, это и символ символ. префектуры. Да. Да, символ Тори это префектуры. ворота такие красные. Красные ворота, да. Религиозно. Собственно, и Но в всё. прошлом году, мы в прошлом же году были в Хиросиме, да? Да, мы были в мемориальном вот этом парке и были в музее. Да, конечно, потрясающее зрелище. И вот это здание единственное сохраненное Да. со времен Торговая бомбардировки. палата. Мгм, да. Это, конечно. Такие вещи надо смотреть, особенно в моменты, когда такая политическая ситуация, все бряцают атомным оружием ядерным. Не атомным, ядерным. Так это не людям нужно смотреть, а политикам нужно смотреть. Ну, это да. Люди-то что? Но все равно, это, конечно, когда эти музеи производят впечатление очень тяжелое. Потом полдня это все в глазах, это да. Но, тем не менее, это мы уже въехали в эту префектуру. Нам осталось 150 километров до нашего Airbnb места. Вот. Дождь льет не прекращаясь, но мы едем. Никуда уже, все, едем дальше. Добрались мы Пока еще мне до не расплаты. Город Отаке. Никогда не знал раньше, что такой бывает. カードをお入れください。乗り継ぎ証のある方は乗り継ぎ証をお入れください。通行料金は6320円です。 6300. またはカード Как で ты お支 говорил? 払いください。硬貨と紙幣でお支払いの場合、釣り券は3680円です。釣り券をお取りください。領収書が必要な方は、領収書発行ボタンを押してください。釣り券をお取りください。領収書が必要な方は、領収書発行ボタンを押してください。 Спасибо, механическая девушка. Мы едем дальше. Так. Расплатились. Как я уже говорил ранее, мы совершенно случайно в этом городе. Не планировали и даже не знали о его существовании. Вот так и бывает все в жизни, да, Зош? In 300 meters, turn Да, left. теперь будем знать зато. Да, город Отаке. Очень. А поскольку надо где-то переночевать... Так, а что это, как это так? Как так? Так, А, не, вот. не отвлекайся. А то сейчас еще куда-нибудь. Не, я не отвлекаюсь, просто там было нарисовано. At the Туда- light, turn left. Signs for Iwakuni, Otake. Вот если поедешь, то получишь куни. Так же она сказала, да? Я не слушала ее. Continue for 1 kilometer. Все, едем к нашему месту ночевки. Ура! Ура! 3 раза. Ура! Тыщ, тыщ, тыщ. Тыщ, тыщ. Тыщ. Это был салют. Да, после тысячного салюта кайф. И едем. Съехав с трассы, мы начали подниматься в горы. Я когда бронировал, я видел, что
это место находится немножко в отдалении от основной трассы, и в этом-то и смысл. Хотелось что-нибудь такого аутентично природного. Но вот 14 километров ползти в горы интересно. Интересно. Так, куда? А что на тебя Налево. По главной. Ну, ползем прямо в горы, да? Угу. Давай его берем сюда. Это опасное эти движения. И вот пришло время заката. Да. Ну, все как... По расписанию. Ну, я не знаю. На камере уже, наверное, не видно ничего. Приехали. Дом показать не можем, потому что темно. Но сделаем наш рум-тур. Это входим. Тапочки, естественно. И попадаем в кухню. Вот такая она большая. Все в ней есть, что нужно. Здесь у нас ванная комната. Стиралка даже есть. И душевая кабина. Фен. Полотенце. Дальше следующая комната, это, наверное, туалет. Да, это прекрасный, чистенький японский туалет. Дальше сразу спальня. 2 кровати. Боже мой. Мы дома спим на полу, поэтому это такая радость для нас. И здесь включен... Где-то печка включена, потому что тепло. Кондиционер работает. Вот. Отлично. И еще одна комната. Это зал. С телевизором, с вешалкой, с диванчиком. Замечательно. Кстати, совсем забыла снять. У нас еще одна дверь есть, которая с кухни ведет. И здесь еще одна комната, но холодная, потому что не обогревается. Вот такая красота. Сейчас соберем. В машине, конечно, как обычно у нас. Ничего, сейчас соберем. А остальное на завтра.